корейской погоды я офигею. Я с ней всегда офигела. Я просто об этом забыла. Так, что-то как-то шумно. Давайте, наверное, срежем. Ха-ха. Только вы так не делайте, я этот район хорошо знаю. Так вот, про погоду. Что в ней анормального? Ее перепады. Понимаете, днем может быть просто там хат такой вообще стоять, настолько жарко, что я не знаю, я вот вчера дважды душ днем принимала, просто вот я прям вся потом осень. С утра и вечером я вот сейчас иду, я очень жалею, что я без куртки. Перепады просто зверские. Но это как бы нормально для Кореи, что летом, что зимой. Фишка одна и та же. Марина решила срезать через горку. Зато здесь тихо. Обычные простые жилые райончики. С парковочками на первом этаже. Блин, вот тебе горка-то. Ой, так, сейчас погодите. Йонсеро Имакаль, Иракиль. Мне на ма или на ра теперь? Я так думаю, что мне вообще не на мая, не на ра. Валим. Блин, вот не дай бог здесь во время дождя, снега или льда, да, спускаться. Угол наклона. Как ваша машина здесь проезжает? Блин, я боюсь ее. А тут дом ломают и водой поливают. И меня немножко полили. Ах ты ж, блин. Напугал. Все. Маме очки выбрала, 2 пары, заказала линзы. Сейчас их вставят, через час они будут готовы, их подгонят по маме на лицо, все данные у них есть. И вышло это, кстати, всего лишь 8000 рублей. То есть 2 пары хороших очков с новой коллекции, с линзами, которые мама обожает столько лет носить, 8000 рублей. Разница просто цены. В Корее очки это вещь такая, у каждого целый сундук с ними. Кстати, для тех, кто не знает, это велосипеды, которые можно взять на прокат. При помощи карточки, либо сотового телефона нажимаете, оплачиваете, пожалуйста, катаетесь, и потом на таких парковках в любом другом месте можете их оставить. Идешь по улице, и тебе кричат: I love your backpack. Я люблю твой рюкзак. У меня такой прикольненький рюкзачок. И он людям нравится. У меня есть плохая новость. Я, кажется, потеряла свой кютон-кадр со всеми скидками. Я не знаю, но у меня вчера был. У меня есть небольшой шанс, что он остался в юбке дома. Но что мне кажется, что я все-таки его посеяла. Потому что я помню момент, когда я выходила из метро, и мне было лень достать кошелек и убрать ее на место в кошелек. Жалко. Там деньги были. Ну, немного, но были. Ну, хватило бы. Прошла по своему любимому Юплекс от Hyundai. Вроде такие бренды классные. Даже раньше их носила. Там код из Combine, Calvin Klein. Но здесь все в корейской версии. И все такое мешковатое, и все такое бесформенное, что я прям совсем не могу. Еще по бусе ко мне пристанет, и я уже не смогу. Хрен приставать к людям на улице. Магазинчик с мумином каким-то. Видимо, я просто не знаю. Косметика. Там он сувенирки из Line Friends Store. Я как бы ни Лайна не фанат, ни Какао не фанат, но вроде кто-то из них популярен. Что бы это? Да, куча с ним. Пойдемте посмотрим на Какао. Лего, страна Лего. Ой, как много Лего, я в детстве его обожала. Ну и как вы понимаете, это не просто жопа персика и кто-то там. Что, кого выберем? Всего так много. Была бы я еще и фанатом, наверное, я бы бережала. Привет, Мишка. Можешь кого-нибудь купить, чисто вот на фон посадить вам, полюбоваться. Кто здесь самый милый? Можно купить с ним пижамки, ободочки, повязки всякие, магнитики.
Различные магнитики, протиралочки для телефона, носки, сумочки, тапки, пушистые тапки и еще куча игрушек. Даже мусорку вон маленькую, видите? Мусорка. Обложку на паспорт, для сна, всякие мягкие игрушечки на сумочку. На чемодан, чтобы не потерялся, подписать. Кошелечки. А это зеркальце. Видимо, да, вот с той стороны зеркальце. Ага. Вот такого размера игрушек. И именно вот таких я искала в городе. Ну, чтобы фон для съемки был прикольный. Я нашла. Как теперь довести? Один такой из них сможет влезть в мой чемодан. Куча кружечек с ними, прикольно с крышкой и ручкой, ну, прозрачные, там баночки, трубочки, ну, понятно, бутылки для воды, стаканчики разные. И есть даже такая прежде, такая мини-кружечка, она мне прям вот вообще прикалывает, прям вот вообще, вот прям мой сайз, вообще класс. Ну, это вот жопа персик, мне они, конечно. Огромное количество тетрадок. Вроде как все прикольно, да так, ну как, не знаю, интересненько. Но вы знаете, вот что я обращаю внимание? Если вы посмотрите на сэмплы, ну, на образцы, как они выглядят, когда их немножко уже поюжили, как они загинаются, как у них все краи изменялись, и бумага внутри помялась, то я начинаю еще больше ценить тетрадки, которые делаю я с Let's Go to Korea. Сколько я их юзаю, ничего такого нету. Еще нашла раздел с открытками, стикерами, наклейками и чехлами на телефон. Вот думаю, наверное, что-нибудь из этого затарить вам в подарочки. Ну что, ребят, напишите, Напишите, что бы вы хотели из вот этого всего. Подарок, например, или чтобы я разыграла в конкурсе. Большого мишку не в счет. Или там жопа персик, хорошо? Мне яйцо притащить надо. Line Friends на фоне вот даже какао, они такие более детские. Там мочалки разные для детишек, ложечки такие искривленные, посуда и так далее. Там, в принципе, дети маленькие. Line это версия типа какао, ну возраст 3+, что ли? Прикольная картинка. Класс. Мулончик, что так? Я уставшая. Че я ною? Я ж в Корее. Давайте не ныть. Собираем последние силы. Приедем домой, будем отдыхать. Подземные переходы между Пэкхуаджоном и торговыми центрами. Это, например, который в Шинчоновске, где между Юплекс и Хёнде. Тут все время столько всего интересного продают, выносят. Кстати, вон, посмотрите, магаз, продающий ханбок, ну, в современном стиле, то, что вы можете носить постоянно, типа вот там в магазины ходить, на работу, учебу и так далее. О, привет, это я. Вот, так что это классное местечко. Можно найти. Хорошая, подешевле, либо то, что на распродаже. Тоже хорошие вещи, качественные. Че, один Пэкхуаджон покорили, пойдемте во второй. Может там что будет хорошее. Обожаю вот такие содержания. Видно, как работает торговый центр, что есть. Так, наверху, как обычно, хавка, спортивный мега-шоп, Nike, но все гляну, что за там мега. Ну, ABC Mart Sport, мои спортивные. Я вообще Adidas сейчас предпочитать стала. Либо Рибок. Хорошо. Кстати, корейцы любят Фила и Капу, у них очень. О, конверсы на 6-м. Ура! Конверсы зайдем. Так. Что тут? Ну, тут как-то печалька мне. Ну ладно. Знаете, что кроме как вот мешковатой одежды можно заметить в Корее? Вот я сейчас в Дораме вышла, фишка, что одежда такого коричневого оттенка разного, то во всех магазинах только этот оттенок массово можно встретить. То есть это такое прям вот йохэн называется, когда под одну моду все заходит. Моду задают дорамы и ТВ-шоу. Все. Нашла какао Френдс даже с чемоданами. Ну вот скажите, это вот как понять? Короче, это тут супер много, плечо у нас супер низко, а рукав, я не знаю, на локте. Во всех цветах. Ну, во многих. Это я зашла в Юникло. Может, хоть топики базовые тут найду. Сначала я обрадовалась. Смотрите, вот, я нашла топики, пожалуйста. Всех 100 размеров. Я уже готова взять первую эмочку. Подходим, берем эмочку, и что мы видим? Что в топике спрятано еще большое количество сисек. А если у меня они как бы уже есть, и мне нужен просто топик, что делать?
Блин, тут в одежде через раз сиськи спрятаны. Мне не нужен 5 встроенных, я не знаю, пушапов. Мне нужен просто топик без сисек. Смотрите, даже вот, с рукавами, вот он с рукавами, ну еще и сиськами. Такой. Не, ну блин, ну реально, лифчик оденьте. Я нашла корейские купальники. Вау. Зацените. Это уже 4-й этаж, когда молодежная повседневная одежда. Такого бренда я еще не встречала. Хам. Вот еще больше корейских купальников. Серьезно. Люди, без шуток, они такое носят и на пляже вне. Это купальники. Это почти бикини. Я нашла Converse. У меня есть такие укороченные, есть синие полные. Вот они. Реально супер удобно. В принципе, очень легко сочетаемо. И вообще, километры можно в любой стране наворачивать. Не знаю, хочу, может быть, красные такие, или красные такие, или, может, розовые. Может быть, черная кожаная или черная кожаная. О, зеброчка. Нет, зеброчки не хочу. Ну вон, ну кожаная как-то сильно грубо. Затарилась. Я выбрала красненькие, которые не длинные, коротенькие, померила разные. Вспомнила свой корейский размер. И я его уже опять забыла. Да что ж такое? Я же всегда его знала. Кстати, не забывайте, что вы можете сделать tax-free, то есть вернуть налог, что я сделала на 1-м этаже. Если вы фанат кепок. Класс. Поднялась такая на этаж Адидаса. Целый этаж Адидаса. Погодите. Адидаса. Так вот, поднялась на целый этаж Адидаса и поняла одну вещь. На кой? У меня 20% скидка дома Адидаса. Зачем мне тут затариваться? По привычке. Все, спускаемся вниз. А то там на 7-м этаже какие-то съемки. Не знаю, кого, чего, извините, я айдолов не отличаю и актеров. Но какие-то симпатичные парни там что-то снимаются. Видите, нас в торговых центрах предупреждаем, что лифт ходит только в подземные подвальные этажи и на эти этажи. Нам нужен 4-й этаж, так как я хочу перейти из торгового центра Юплюс в Hyundai. Сделаем это красиво. Поехали. 904. Давайте, дарим нам. Закрывайте. Мне тачимина. Дверь закрываются. Вот про этот переход я говорила. Здесь можно сжать одежду какую-то определенную, отдохнуть, посмотреть по сторонам. Ну, типа там что-то интересное. Или вам даже, например, позырить на парк. Вот парковка, там на парк. Это, кстати, район Шинчон, есть что. Потрогаем, позырим. Тут, кстати, это был раньше с телефоном позаряжать столик с зарядками. Мне он нравился. Где он? Что за? И вот так мы с 1-4 этажа попадаем в другой торговый центр, главный Hyundai, покладем 4 этаж. Ну, здесь очень дорого, нас интересует нижние этажи, распродажи. Тот же самый переход, но уже вечером. Вау. Проблема даже не в цене, а в одежде. Она все тех же цветов. Я, конечно, не фанат там какого-то, я не знаю, яркого вариации, но когда в каждом магазине коллекции одинаковые, и не понимаю, на какой тогда магазин настолько. Одного бы хватило. И нет, я не плакала. У меня недосып уже почти неделю. Сильный недосып.
Я прям как-то не вовремя приехала. Все распродажи начнутся через неделю. Мне бы сейчас нельзя. Сейчас пока только новые коллекции везде. Что-то как-то... А еще, кстати, Пандора, здесь не только новая коллекция, здесь еще есть Дисней коллекция с принцессами. Ну, у меня Пандоры и так обе руки обвешаны. Куда же еще? Не очень. Вот будь там Рапунцель. В торговых центрах на первом или втором этаже, когда так вот у эскалатора собираются какие-то там шарфики, шапочки, и стоит одна цена, и значит распродажа. Это очень прикольно, можно хорошую брендовую вещь купить, ну, гораздо дешевле. Вот я сейчас купила себе шарфик, просто из прошедшей весенней коллекции. А мне как-то по барабану, зато я купила его задарма от изначальной стоимости. Что, ребята, я пошопилась. Еще рюкзак. Я надеюсь, вы запомнили. В торговом центре минус первый, второй этаж, рядом с эскалатором, либо лестницами, есть хорошая распродажа. Я говорю про пэкхваджомы, типа Hyundai, Lotte, Shilla, дин-дин-дин. Чего? Так что учитесь экономить, живя в Корее. Плюс не забывайте, что если вы, например, не по учебе здесь надолго, а как турист, и в ближайшее время вы улетаете, то при чеке свыше 30 тысяч вон вы в этом магазине оформляете tax-free, вам дадут бумажку, и потом, проходя таможню, я получу обратно налоги, которые заплатила здесь. Да. Так что есть свои преимущества и плюсы. Я, видимо, это машина и иду по дороге, потому что здесь мопеды, и где мне еще идти-то? Я рада ветру, поверьте. Запах без него очень тяжелый. Тем более тут свинью жарят постоянно на этой улице. Я, кстати, иду забирать очки. Они за час должны были быть изготовлены. Одна и вторая пара. Так что сейчас я буду проверять, не спадают ли они, хорошо держатся. Линзы проверить не смогу, у меня зрение отличное. Так что, мама, как ты написала? Так и тебе и изготовила. На Синчоне все равно что происходит. Притаскиваются вот такие разные автобусы, где вы можете зайти, попеть в караоке бесплатно, кстати, для туристов часто. Какие-то вечные съемки, какие-то опросы. Running Man постоянно, кстати, снимается. У них то опрос, то какая-то съемка. И другие шоу, дорамы. Ребята, жизнь, она вот здесь. Ее искать не надо. Поверьте, рядом с вами она тоже есть. Просто надо ее искать и ценить. Я не сильно ценила, пока здесь жила или училась. Но когда потом я завела канал или группу, и когда люди стали писать и спрашивать, а как, а что и так далее, я поняла, что оно оказывается интересно. Не только мне, но и вам тоже.